Всем здравствуйте! Если вы думаете, что вы не умеете управлять деньгами, если вы думаете, что вы не разбогатеете, если вы думаете, что надо было когда-то начинать раньше, а сейчас уже слишком поздно для того, чтобы изменить свое финансовое положение, то, пожалуйста, смотрите это видео как раз для вас. Меня зовут Олеся, я живу в Новой Зеландии около 10 лет. Когда мы приехали в эту страну, мы привезли с собой деньги из России. Мы продали там недвижимость и начали жить здесь, в Новой Зеландии. Думали, что когда-то что изменится, снимали пока жилье. В общем, как большинство, наверное, иммигрантов. Потихонечку проедали деньги, которые привезли. Недолго это длилось, где-то около года, и мы остались без своих сбережений. Взяли кредитную карту, начали потихоньку залезать в кредитную карту, и даже если мы зарабатывали больше, то есть брали больше каких-то рабочих дней, какие-то появлялись дополнительные доходы, все равно в нашем кошельке нисколько ничего не прибавлялось. И уж говорить о доме, о том, чтобы купить дом в Новой Зеландии, который стоит 1 миллион, это вообще было совершенно что-то такое, действительно, из невероятного. Когда я поняла, что надо что-то делать, потому что года проходят, нам уже за 40, и, собственно, ничего не меняется, мы не жили никогда в окружении там олигархов, и наследство никакое нам не светит. Поэтому я стала думать, что вообще делать, потому что я точно так же думала, что я не могу управлять деньгами, и что-то, наверное, такая это моя судьба. Но, слава богу, я стала думать, а что можно сделать? Я стала много изучать по этому вопросу. Я стала читать книги, слушать подкасты, смотреть видео. И сегодня в этом видео я поделюсь с вами обзором вот на эту книгу, которая сыграла огромную роль вообще в том, что произошло в последние несколько лет. Благодаря советам Скотта Пейпа, который написал эту книгу, мы купили дом, у нас нет кредитных никаких карт, и, собственно говоря, мы не боимся проверять наши банковские счета. Если мы смогли развернуть корабль в нужном направлении, и вы сможете тоже. Поэтому за дело. Скотт Пейп чрезвычайно популярен для австралийских жителей. В Новой Зеландии он популярен тоже, но не так, как в Австралии. Помог он множеству людей, в том числе и нашей семье, систематизировать финансы, то есть, в общем, разобраться окончательно со своими деньгами. Многие ему доверяют. На Амазоне вот я открыла, посмотрите, какие хорошие оценки, и базируются на 7606 важно человек. Понимать, что изменить финансовое положение – это не дело одного дня. То есть вообще Скотт Пейп сравнивает в своей книге как изменение финансового положения, как с посадкой дерева фруктового. То есть, посадив дерево, вы сажаете саженец в землю, поливаете, удобряете, и вы не ожидаете, что вам вот это вот дерево сразу даст какие-то плоды. Вы просто даете время, чтобы дерево набрало силу, корневую систему, и в итоге, когда появились первые плоды, вы тоже их не сразу срываете, потому что они кислые, не зрелые. Но когда уже дерево поспело, яблоня поспела, то в этом случае вы собрали урожай, накормили свою семью и себя. Вот точно так же и с финансами. Не надо ожидать сразу. Это такой, как бы сказать, стиль жизни с новыми правилами, которые нужно понять для себя. И со временем вы уже будете пожинать плоды, когда вы систематизируете все финансовые свои потоки. Начинает Скотт свою книгу с развенчания трех таких самых популярных мифов, ярлыков, которые мы вешаем на себя. Первое: я не умею ладить с деньгами. Этот ярлык, наверное, многие на себя повесили, в том числе и я вешала. Так вот, с навыками управлять деньгами никто не рождается. Это такой навык, если даже вы росли в среде, в которой не говорится о деньгах, то в этом случае вы и не приобретете этого навыка до тех пор, пока вы об этом не задумаетесь, не начнете в этом направлении работать. Второе. Маленькая зарплата. Это оправдание, которое тоже каждый может себе придумать. И на этот счет хорошо сказал такой американский автор книги «Самый богатый человек в Вавилоне» Джордж Клейсон. Итак, в этой книге сказано: то, что мы называем насущными потребностями, будет расти прямо пропорционально нашим доходам до тех пор, пока мы не воспротивимся такому порядку. Абсолютно золотые слова. Кстати, если вы не читали Джорджа Клейсона
«Самый богатый человек в Вавилоне», пожалуйста, обязательно прочитайте. Очень простая книга, но все самое гениальное просто. Третий ярлык: слишком поздно, надо было начинать, когда я был молодой. Подумайте, в каком возрасте вы собираетесь умирать. Вычтите ваш текущий возраст, сколько получается? Скорее всего, не так уж и мало получается. Итак, Скотт Пейп предлагает начать свое путешествие в улучшение своего финансового положения с бронирования столика в ресторане со своим партнером или со своим близким человеком, с кем вы делите свой бюджет, кто с вами вместе участвует в оплате счетов. Если такого человека нету и вы один, то, значит, сами с собой. Но о деньгах нужно поговорить. Нужно раз в месяц устраивать такие свидания для того, чтобы обсуждать свою финансовую ситуацию, чтобы принимать решения о каких-то крупных покупках вместе. Это очень важно, чтобы не было, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку, которые тянут в разные стороны, и тогда получается действительно, в общем, какофония. На свидании со своей второй половиной первое, что вы обсуждаете, это денежные потоки. Итак, все 100% вашего семейного дохода распределяются на 3 таких ведра, 3 потока денежных. Первое – расходы и траты, второе – деньги для подстраховки и третье – приумножение денег. Второе, если есть кредиты, то планы на погашение кредитов, то есть кредиты погасить нужно. Есть правило такое: либо начинать с погашения кредита тот, который имеет самый высокий процент, либо же, либо можно с самого маленького кредита, чтобы почувствовать, что вы, себя вдохновить победой такой. И все-таки поставить цели: если нет дома, то купить дом. Это важно. Теперь конкретно о ведрах давайте поговорим. Мы сегодня поговорим о 2 ведрах. Третье ведро я не буду по поводу приумножения, инвестиций и пенсии, потому что он несколько отличается от разных стран. Но первое ведро про расходы и второе ведро – это подстраховка. Мы поговорим сегодня. Первое ведро, о котором вы будете говорить со своим супругом, это деньги на подстраховку, неприкосновенный запас, НЗ. Для этого ведра вам необходимо будет открыть банковский счет в другом каком-нибудь банке, потому что лучше поискать, где минимальное или отсутствие вообще комиссии за обслуживание и самый максимальный процент за то, что вы там держите эти деньги. На этом счету должна быть сумма, которая позволит вам прожить 3 месяца на случай, если вы остались без работы. Минимум 3 месяца. Вы спросите у меня, каким образом вы можете пополнить себе этот счет? Разные пути. Скотт предлагает продать хлам какой-нибудь в гараже, все бонусные деньги, все внеурочные, все какие-либо там халтуры, все деньги, в общем, идут, все, которые пришли к вам дополнительно, все идут на пополнение этого счета. Значит, я скажу вам, как я деньги эти, как мне удалось скопить. Я первое, что, продала, да, то, что было в гараже ненужное, да, это я сделала. Второе, это я стала покупать комоды дешевые и стала их реставрировать и продавать. То есть порой даже я просто забирала бесплатно комод, приводила его в порядок, продавала и деньги тоже вкладывала на этот счет. Итак, второе ведро – это расходы. Об этом сейчас поговорим поподробнее. То, что у нас остается в ведре расходы, мы подразделяем на 4 счета. 4. Итак, все 100% нашей зарплаты, нашего дохода нужно разделить на 4 счета. Мы назовем его ежедневные расходы, куда будет поступать 60% зарплаты. 10% с нашей зарплаты идут в такой счет, называем транжира, 10% улыбка и 20% огнетушитель. Сейчас объясню по каждому счету, что это такое. Итак, 60% с вашей зарплаты идут на счет ежедневные расходы. С этого счета вы платите за счета, вы платите за еду, вы платите за бензин, страховки и другие расходы. Итак, транжира 10%.
своего дохода вы перечисляете на этот счет. Это кратковременные планы. То есть все ваши месячные, которые походы в ресторан, где вы будете говорить о финансах, любые кофе, рестораны, спонтанные покупки, все уходит вот из этого счета. Дальше, улыбка. Улыбка – это долгосрочные планы. Например, если вы собрались куда-то ехать в отпуск, отпраздновать юбилей, или, ну, что-то хотите, не знаю, брекеты хотите поставить, или сделать какую-то пластическую операцию, все идет с этого счета. То есть в течение года вам удастся накопить хорошую сумму, долгосрочные планы. Ну, а 20% – огнетушитель. Огнетушитель – это супер счет, значит, который вам поможет жить вообще без кредитных карт в дальнейшем. Просто вы будете брать в кредит сами у себя. Значит, огнетушитель счет. Вначале, когда вы насобираете сумму, вы гасите кредиты оттуда. Когда вы погасите все кредиты, вы уже собираете на депозит из этого же счета, то есть эти деньги идут на депозит, эти же деньги идут на всякие различные инвестиции в дальнейшем. Но и также в этот счет вы будете время от времени залезать для того, чтобы там отремонтировать машину, сходить к зубному врачу, например, когда что-то, как огнетушитель. Случился пожар, вы его с огнетушителем потушили. Поэтому, значит, когда вы наладите эту систему, я вам гарантирую, ну, возьмите год, вот хотя бы год, и вы окажетесь абсолютно в другой ситуации, нежели чем сейчас, когда вы наладите вот эту систему. Я заканчиваю свое видео сегодня. Я благодарю вас за просмотр. Большое спасибо за вашу поддержку. Всего вам доброго. Я желаю вам только самого лучшего. Пока.